Вторая часть по Expanded and Enhanced. Ее кто-то ждал? Судя по тому, что это самое популярное видео на моем канале, кто-то все-таки ждал. А заставлять вас ждать я не хочу, поэтому прошу любить и жаловать. Вот она ваша вторая часть. Начать я бы хотел с исправления ошибок. Во-первых, я говорил про футболиста, что он бежит, ударяется в ближайшее растение и идет дальше. Но забыл упомянуть, что при ударе он наносит, судя по всему, небольшой урон по растению. Во-вторых, когда мы жмем правой кнопкой мыши по зомби, на него лепится масло, но за это у нас отнимается 5 солнца. Ну и в-третьих, лазерного боба можно садить и днем, он же не гриб, поэтому спать он не будет. Но после ночной локации я его вообще не использовал. Так, ну ладно, идем под воду. Первый уровень в совершенно новой локации, да еще и с новым растением и новым зомби. Звучит очень интересно. Начнем, пожалуй, с Конго Лидер Зомби. Это что-то вроде гибрида зомби с коробкой и зомби-пианиста из ПВЗ-2. Когда Конго Лидер выходит, начинает играть какая-то музыка, и все зомби, кроме него самого, начинают переходить на клетку выше или ниже. Тут решает рандом. Кстати, они переходят, как будто бы откусили чеснок, но вы посмотрите на их лица. Так вот, отличие от пианиста в том, что время между переходами очень маленькое, то есть они перешли и почти сразу же опять переходят. Из-за этого их становится сложно убить, поэтому этого Конго-лидера надо убивать как можно быстрее. Тем более, что от зомби с коробкой он перенял взрыв, только вот этот таймер до взрыва какой-то странный. То он может взорваться после прохождения одной клетки, то он поллужайки прошел и не взорвался. В любом случае, зомби достаточно интересный. Теперь поговорим про саму локацию. Не ожидая от нее подвоха, я попытался высадить подсолнух, и спустя 2 секунды он начал мигать, и во мгновение ока исчез. И тут до меня доперло. Мы же находимся под водой, там нет кислорода, поэтому растения моментально погибают. А что нам дали? Кислородные водоросли, которые и будут снабжать наши растения кислородом. Работает он по такому принципу: садим его, и все растения, посаженные вокруг него, смогут дышать. Когда я хотел убедиться в этом еще раз, высадил споры гриба, и он не задыхался, из чего мы можем сделать вывод, что грибам не нужен кислород, чтобы существовать. Сам по себе уровень несложный, но вот эти новые механики очень интересные. В конце получаем новое растение, бесконечный орех. И он, собственно, бесконечный. Сначала я думал, что он будет регенерировать себе здоровье, но на деле все по-другому. Когда его съедают, проходит несколько секунд, и он появляется с полным здоровьем. Вроде как он похож на ореха из ПВЗ-2, но возможно я ошибаюсь. А еще он вот так прикольно меняет текстурку. Переходим к 4.3. И вновь режим с закрепленными растениями. Слава богу, подсолнух, а не лунный цветок. Кислородные водоросли, кактус, 2 бловера, которые на самом деле не бловеры, а ураганы, и золотой цветок. Ураган работает как бловер, но также он отталкивает и замораживает всех зомби на линии, где его посадили. В конце получаем как раз этот ураган. На 4.4 появляется новый зомби-вариант. Вы ведь помните зомби-краба на бассейне? Так вот, под водой есть его вариант, который работает совершенно по-другому. Когда он проходит 2 клетки, краб взрывается и вылезает на 4 клетки дальше. Смотрите сами. Больше ничего интересного на этом уровне не было. Получаем горшок от воздушного рейда. Тут это типа така, поэтому за него Дэйв дает мне 1000 денег. Возобой самый обычный. В конце получаем воздушный рейд. На 4.6 интересно в конце, когда нам дают звездоплода. Он тут кардинально изменен. Повышенная цена, повышенная перезарядка, ну и самое главное, самонаводящиеся звезды. Но стрелять он будет только тогда, когда зомби будут попадать в радиус действия звездоплода. Но вот сами звезды довольно слабые. Из-за всех этих факторов я не буду его использовать, но для разнообразия прошел 4.7 только ими. Не знаю, как это произошло, но зомби с флагом каким-то образом дошел до звездоплода и съел его. Теперь у меня красуется могила в начале лужайки. На последней волне случилось это. Такой подставы я не мог ожидать. Давайте сделаем вид, что я прошел без потерь газонокосилок, ладно? 4.8 пропускаем. Там ничего интересного, кроме того, что в конце мы получаем тимьяновую основу. Но давайте о ней чуть позже. 4.9 тоже пропускаем. На 4.10 Дэйв говорит нам, что босс еще не готов, и чтобы мы сюда вернулись, когда выйдет версия 2.5. Насколько я знаю, есть только бета-версия, но когда уже выйдет полноценная 2.5, тогда, наверное, я поиграю, но это не точно. Вместо босса у нас просто уровень конвейер, но он почему-то без музыки, из-за этого создается какая-то жутковатая атмосфера. Естественно, этот уровень был легким. В конце получаем капуста пульту, ознаменовавшая переход на крышу. 5.1 был неинтересным, поэтому давайте я вам расскажу про эту тимьяновую основу. Ставим ее, и всех зомби на лужайке она телепортирует сначала на ту же линию, на которой они шли с полным здоровьем, но спавнит уже на 1 очко больше, чем было в сумме телепортировавшихся зомби. Чтобы вы точно поняли, расскажу вам на примере. Телепортируется 1 зомби, спавнится 2 обычных, либо 1 со льдом. Телепортируем 2 зомби, спавнится 3 обычных, либо 1 со льдом и 1 обычный. Надеюсь, сейчас вы поняли. 5.2 тоже неинтересный, разве что в конце него нам дают ледяную качанапульту, но о ней позже. А вот 5.3 не просто интересный, я бы сказал, что это самый сложный уровень в этом моде. Здесь у нас режим с закрепленными растениями. Нам дали подсолнух, горшок, репитер, пень, тыкву и тимьяновую основу.
Как можно заметить, атакующее растение довольно дорогое. Как нам отбиваться от первых зомби? Все очень просто. Мы будем использовать тимьяновую основу до тех пор, пока у нас не будет нормальной обороны. Только вот наши планы нарушить зомби с лестницей, потому что с ним и данным растением есть один прикол. Но чтобы я вам о нем рассказал, для начала давайте поговорим о зомби с лестницей. Вместо лестницы у него батут, и по ощущениям этот батут прочнее, чем лестница в ваниле. Поэтому даже когда я поставил репитер и пень, огненные горошины не слишком-то охотно ломали лестницу. Но самое противное тут это полное восстановление здоровья. Мало того, что если я сломал лед, то он обратно возвращался, так еще если зомби с лестницей потерял свой предмет, то он снова возвращается. А я напомню, если кто-то забыл, то с лестницей в руках зомби достаточно быстрый. Репитеры не успевают не то что убивать зомби, даже лестницу ломать. Поэтому надо использовать тимьяновую основу. Но тогда у зомби снова полное хп. Но помимо них выходят еще другие зомби, и их тоже надо убивать. Ставлю больше подсолнухов, чтобы накопить на репитеров, но их становится так много, что просто репитером уже не обойтись. Тут внезапно съедают пня, и после своей смерти он сжигает линию, словно перец. Стоп, это же гениально. Я просто сожгу всех пнем. Правда, сжигает он не так хорошо, как перец. Один пень сожжет только лед или лестницу, поэтому надо ставить 2 на каждую линию. Но перезаряжается он достаточно долго, поэтому придется телепортировать зомби очень много раз. Но так или иначе, победа будет за нами. Кстати, только на этом уровне я заметил, что всякие огненные растения могут размораживать другие, если их заморозил зомби со льдом. Так, посмотрим, что будет на 5-4. Про тактику я говорить не буду, сами все увидите. Чё, это как? А это как? Почему футболист горшок с подсолнухом уничтожил, а гриб нет? Мне уже не надо этому удивляться, да? Даже садзен подвергся изменению, вернее цветок, который мы выращиваем, изменился. Теперь это не ромашка, а какой-то подсолнух-рэпер. 5-5 был не особо интересным, вместо чомпера нам давали призрачного перца. На 5-6 изменили дизайн зомби на катапульте. В остальном ничего интересного, поэтому самое время рассказать о ледяной качанапульте. Это просто качанапульта, которая замедляет зомби и есть шанс на заморозку. Все. На 5-7 тоже ничего интересного, в конце получаем подсолнух рэпера. Это такой улучшенный подсолнух, стоит в 2 раза дороже, но и солнце дает большое, ценность которого также в 2 раза больше, чем у обычного. Но зато они сами собираются, есть шанс на выпадение шоколадки. И если мне не кажется, то скорость дропа солнышек в 2 раза медленнее. Для разнообразия взял его, но как по мне, обычный подсолнух незаменим. На 5-8 получаем арбузопульзу с какой-то шапкой. 5-9 заставил немного понервничать, а все из-за конга лидер зомби, но в целом было легко. А вот и битва с зомбосом, и на удивление, она тут реально подверглась изменениям. Как минимум и на совершенно новой локации. Это что-то типа ночного леса. На лужаке даже есть могила, поэтому из конвейера, помимо всего прочего, выпадает могилоед. Только вот 3 могилоеда останутся в конвейере навсегда, потому что могилы на последнем ряду я почему-то не могу съесть. Сначала я думал, что растения надо ставить на горшки, но заподозрил что-то неладное. Горшки в конвейере не выпадали. Неужели это такой хардкор? Типа потерял горшок, потерял место для посадки растения. Но нет, горшки оказывается вообще не нужны. Растения спокойно ставятся на землю. К сожалению, в финале босс снова оказался легким. Получаем серебряный подсолнух. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что я буду делать дальше. Буду получать золотой подсолнух, ведь по идее выживания, пазлы и мини-игры хоть немного, но должны быть изменены. Вдруг там мы столкнемся с чем-то сложным.